компактный LED-проектор, который имеет два встроенных динамика с технологией WANOS Panoramic Sound. Чип Amlogic T950D4 11 поколения, 1,5 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт внутренней памяти, разрешение 1080p Full HD, яркость 150 ANSI, большое количество функций с автоматической коррекцией изображения, ручную коррекцию изображения, отличный дизайн, голосовое управление, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к проектору под названием Redmi Proyector Pro, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется этот проектор в белой небольшой коробке из плотного картона, на коробке есть название изображения, а также краткие характеристики. Пакинг хороший, все упаковано надежно. Проектор пришел целым, в комплекте мы имеем руководство пользователя, сам проектор, Bluetooth пульт DU, батареек в комплекте нет, блок питания с несъемным кабелем, HDMI кабеля в комплекте тоже нет, как и нет треноги. Вес проектора 1 кг 199 граммов, а габариты 134 на 117 на 179 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мембендов 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к проектору. Поставляется Redmi Proyector Pro только в черной расцветке. Также есть версия не Pro, которая в белой расцветке и с урезанным функционалом. Сразу вас предупреждаю, проектор имеет операционную систему, которая заточена под Китай. Большинство функций работают только в Китае с китайскими приложениями. Внешне данная модель выглядит стильно, подобный дизайн хорошо сочетается практически с любым интерьером. Он не особо габаритный, много места занимать не будет. На Али можно докупить специальную сумку для транспортировки, но сразу отмечу, что проектор работает только от сети. Он, конечно, малогабаритный, но не автономный. Большая часть корпуса Redmi Project Pro выполнена из матового пластика, тактильный материал и приятный. Не сказал бы, что пластик прочный, но для проектора подобный корпус из таких материалов это более чем достаточно. Также с фронта имеется глянцевая пластиковая часть. На корпусе расположили большое количество отверстий для теплоотведения. Ко всему имеется стандарт защиты от пыли IP5X. Разъем для питания, USB-A порт, мини-джек на 3,5 мм и HDMI разъем. Все по стандарту, ни больше, ни меньше. Далее в верхней части можно заметить кнопку с подсветкой для включения-выключения проектора. На дне 4 антискользящие ножки и разъема 1/4 для крепления на штатив или треногу. Механического встроенного регулятора наклона нет, как и нет механического колесика для регулировки фокуса. Далее по звуку мы имеем два встроенных динамика с технологией WANOS Panoramic Sound с суммарной мощностью 6 Вт. Звучание неплохое, динамики достаточно громкие, но для просмотра фильмов я бы советовал подключить внешнее аудиоустройство с более качественным звуком. В настройках есть предустановки звучания, но кастомного эквалайзера нет. Проектор можно использовать как Bluetooth-колонку для прослушивания музыки, но я бы не советовал слушать музыку через этот проектор. Для полноценного управления проектором, как я уже говорил, в комплекте есть Bluetooth пульт DU, выполнен из матового пластика, тактильные материалы неплохие. Пульт обыкновенный, но в использовании он удобный. На нем есть стандартные кнопки управления, кнопка для вызова ассистента. К слову, в пульте есть встроенный микрофон, но вот кнопки для быстрого перехода к настройкам отсутствуют. Летим дальше. Чип здесь установлен Amlogic T950D4 11 поколения с частотой 1,9 ГГц, тип проектора LED, разрешение проекции 1080p, заявлено 150 ANSI, оперативная память 1,5 гигабайта, встроенная 16 гигабайт типа eMMC. Не супер, правда? Размер проекции от 40 дюймов до 100 дюймов, соотношение проекции 1,2 к 1, тип фокусировки автоматический, также есть ручная коррекция 4 точек, автоматическая вертикальная коррекция плюс-минус 30 градусов, всенаправленная автоматическая коррекция по горизонтали и вертикали до плюс-минус 15 градусов, интеллектуальный режим автоматической коррекции, проецируемые картинки, цифровое увеличение от 60 до 100%, автоматическое избегание препятствий на базе AI. К слову, для этого и нужна камера с фронтальной части. Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц и на 5 ГГц. Bluetooth чип установлен в версии 5.0. Redmi Proyector Pro совместим с другими устройствами MIDI для использования проектора в связке с умным домом, но для этого необходимо соединительное устройство. Также для развлечения данную модель можно использовать для самотосенсорных игр. Но опять же, для этого необходимо докупать соответствующее оборудование. Потребляемая мощность 65 Вт, система охлаждения во время просмотра видеоконтента не мешает, что немаловажно, но греется проектор знатно. Система MIUI TV на базе Android, как я уже говорил, операционка заточена под Китай. Для меню настроек есть английский язык, но все остальное на китайском языке. В меню можно найти файл-менеджер для того, чтобы попробовать установить какие-либо приложения или смотреть фильмы через флешку, но отмечу, что система не имеет большинства аудиокодеков, и фильмы могут воспроизводиться без звука, как, к слову, без самой картинки. Я смог установить VLC
VLC-плеер, но, к примеру, YouTube или Google Play не устанавливаются, как и онлайн-кинотеатр, допустим, Иви. По факту покупать проектор на данной системе как минимум не стоит. В настройках из интересного есть обновление прошивки, настройка проекции. Отмечу, что некоторые автоматические функции для коррекции проекции работают, а некоторые нет. Но круто, что можно вручную настроить все. Для настройки цветопередачи также есть отдельная вкладка. Основные настройки на борту. Во время просмотра фильма быстро открывать настройки цветопередачи нельзя. Необходимо переходить через меню в настройках изображения. Теперь поговорим о качестве проецируемой картинки. Минимальное расстояние от проектора до стены с четким изображением — это 1 метр 20 сантиметров. Я использовал в основном проектор на расстоянии 2 метров от стены. Стоковое качество картинки без использования предустановок изображения, как по мне, имеет слишком насыщенные цвета, а также плохо отображаются светлые участки. Если подкручивать цветопередачу, то в целом картинка становится достойная. В полной темноте картинка контрастная и детализированная, а благодаря автофокусировке картинка практически всегда четкая. Цвета отображаются приятно и естественно, углы в фокусе, картинка плавная, без заметных фризов. Использовать проектор для игр жанра файтинги в целом можно. Основным минусом является, по мне, операционная система, которая заточена под Китай, а из-за этого появляются остальные минусы в плане удобства использования. И не только. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Помним, что на лайв-канале тоже очень много интересного. Сейчас я, допустим, всю линейку айфонов купил, кроме версии плюс, и начал их гонять. Резюмирую, Xiaomi Redmi Proyector Pro — удобный проектор с качественной проецируемой картинкой, но опять же покупать подобное устройство только для того, чтобы использовать его в паре с флешкой, как по мне, не лучший вариант. В остальном это отличная модель, учитывая стоимость и функционал. От меня девайсу с MIUI TV нет. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!